Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Золотарев на связи. Прямо сейчас прямой эфир. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, попробуем разложить сегодняшнюю картину дня. Достаточно она, знаете, очень и очень кровавыми мазками выписана. Определенным образом есть поводы, о чем поговорить. Едва ли я скажу, что у нас в прямом эфире все как всегда. QR-код, который видите возле экрана, возле меня, точнее, да, моей стороны экрана, это возможность задать вопросы, быть первыми в сессии вопросов и ответов. Если хотите заблаговременно задать вопрос к эфиру, то, пожалуйста, пользуйтесь клубом зрителей Шелеста в закрытом формате в телеграм-канале. Работает этот клуб с обсуждениями, комментариями. В общем, интересное сообщество. Можете присоединяться. И, конечно же, сообщество YouTube, где, как всегда, люди оставляют вопросы заблаговременно. Ну, а вживую к чату присоединимся уже в самом конце, а в самом начале предложим вот такое голосование. Какая следующая ступенька эскалации, на ваш взгляд? Ну и варианты ответа. Чего ждать, да? Провокация на Запад 2025. Ну, то есть учение в Беларуси, какая-то провокация, в принципе, что-то мы наблюдаем, какую-то истерику по поводу этих дронов, залетевших, все обсудим. Следующий вариант. Отключение Украины от света, ну, плюс мосты, да, повреждения, в общем, каменный век, блэкауты, логистика, в общем, вот это следующая ступенька эскалации. А то в Приднестровье гуляют, в общем, такие сливы интересные, что французы как бы нос свой туда, французский, в общем-то, ткнут в тот район, а Зеленский якобы может и АТО помочь организовать или подсобить Санду. В общем, интересно, там тоже выборы скоро в Молдове. Ну, или вариант, что все будет идти как идет, но просто будет жестче. Участится, увеличится объемы ударов, и, собственно, на фронте ситуация тоже пойдет немножко быстрее и будет тяжелее и жестче. Если посмотреть на этот период, в который мы сейчас попали, Андрей Владимирович, вот все-таки какая может быть следующая ступенька эскалации? Я, кстати, слышу мнение о том, что так уже все почти применили. Ну, ядерное оружие просто не в счет, а так воюют всем, что есть. Знаете, ну, может получиться как этом, когда по ступенькам, пятой точкой. Ступеньки, пеньки, пеньки. Все, как говорится, в одном букете. И да, тут понятно, что э, учение Запад, да, многие там и действительно там вокруг этих учений довольно напряженная ситуация. Поляки стянули 40 тысяч военнослужащих, колючую проволоку, закрыли контрольно-пропускные пункты. Россия требует открыть и так далее. Тут российские дроны нанесли визит в Польшу с довольно-таки непрозрачными целями, учитывая то, что это были герберы, дроны-обманки, это без боевой части, но тем не менее такая проба пера. Но, похоже, это не тот случай, ведь в конце 2021 года российские войска собирались под предлогом учений. И да, большинство, в том числе и военных экспертов, утверждали о том, что 150-200 тысяч это критически мало для полноценной военной операции, но никто ж тогда не знал вот этого эфемизма СВО. Вот. Ну, 24 февраля узнали. Ну и, собственно, это ожидаемо закончилось. Второе дело то, что уже с весны это переросло в полномасштабную войну, ну, это другой вопрос. Что касается Приднестровья. Да, действительно, такое ощущение, что когда увидел карту в кабинете Герасимова, ну, согласитесь, ну, камера просто так не скользит по антуражу главы Генштаба. Ну, понятно, там разные бумаги, а учитывая возможности осинтеров и современной техники, это ж, ну, светить просто так никто не будет. Это с таким полупрозрачным намеком о том, что не нравятся эти условия, следующие будут еще хуже, там, включая и южные регионы Украины. А это, ну, попахивает тем, что замороженный 35 лет тому назад конфликт в Приднестровье может быть распечатан. Правда, возражу то, что оптимальный момент был в 2022 году. Да, действительно, 2022 год Россия в геополитической изоляции, руки связаны, и была бы политическая воля той же Майи Санду,
Ну, не надо полноценных боевых действий, просто блокада Приднестровья под предлогом того, что там находятся российские войска. И, возможно, бы вопрос бы удалось решить. Но сейчас не то время. Но тогда Санду совершенно очевидно то, что она предпочла стабильность решению вопроса территориальной целостности. Вот. И вернуться к этому вопросу сейчас с французскими, не французскими, с британскими товарищами, ну, мне кажется, это проблематично. Все-таки она, учитывая то, что в молдовском политикуме ориентированные на Кремль политические силы занимают довольно весомое место и хватает симпатиков, ну так рисковать, мне кажется, Майя Санду не будет. Ведь в следующий раз может голосов зарубежья и не хватить. Вот. Но что касается энергетики, ну да, конечно, Соловьи Банковой тут же обвинят, ну, по-моему, по одному из экспертов в коммунальной сфере, они прошлись по поводу псевдоэксперт, нагоняет ужас, там подтянули его старые высказывания, но, знаете, мы уже не раз убеждались в том, что ну, мотать лапшу на уши это себе дороже. Потому что осень 22 года к которой многие оказались просто банально технически не готовы. Ну, когда у людей в квартирах там по 12, по 16 часов не было электричества, это довольно-таки некомфортно. Вот. И тем более, учитывая то, что удары по российским НПЗ продолжаются, последнее прилетело в Смоленске по Лукойловскому НПЗ, то, как говорится, ответный ход не заставит себя долго ждать. Мосты не мосты, но украинская энергетика весьма уязвима. Ну, благо для Кремля ей занимались такие реформаторы, прогрессивные реформаторы, как Мустафа Наем, которые там, не знаю, сколько там скоммуниздили на этих работах, но то, что она по-прежнему уязвима и вновь прилеты по Трипольской ГЭС, а это такой нехороший, тревожный сигнал для Киевской области. Если там что-то и работает, то э, все может повернуться в худшую сторону. Поэтому все может быть в одном флаконе. Вот. Андрей Владимирович, ну, смотрите, в одном не в одном, но мы понимаем, что явно на мирный трек или в сторону мира, договоренностей, каких-то сделок, Ну, обмен землями, вот в ту сторону сделали такой смачный туда, плевок туда. Почему? а раньше разве мы об этом не говорили? По-моему, и в предыдущих выпусках говорили о том, что э, не питайте иллюзий насчет... ну, тем более сегодня, когда слышим Пескова о том, что контакты приостановлены, кондуктор нажми на тормоза, но, по-моему, все понятно и так. Ну, тем более прилетает Келлах, которому Зеленский обещает квартиру и украинский паспорт. Ну, это уже такое галимое шоу, ну, галимый сериал абсолютно просто. Это ни в какие ворота. Тем не менее, что в сухом остатке остается, что этот сериал, это шоу, оно будет продолжаться. Кровавое шоу, со слезами, с кровью, но не питайте иллюзий. И уже итальянский премьер говорит о том, что до Нового года точно не будет. Я думаю, это он еще и оптимист. Мгм. Я не могу понять Зеленского. Поясните, пожалуйста, логику, с которой написали ему вот эти тексты про Путина. С одной стороны, он говорит о том, что у него там учитель под дзюдо какой-то, в общем, ну вот это базовое представление о морали, как попытается рассуждать Зеленский. Значит, вот такой тренер, мол, бандитизму, короче, учил тренер под дзюдо Путина. Но как так случилось, что весь российский народ, у них тоже, получается, был этот тренер? Потом выдает на гора вот эту историю про то, как Путин знает хорошо немецкий язык, но учительница его не научила быть европейцем. Нет, понятно, что там массы, все-таки он же хочет аплодисментов, но если рассматривать это как политические заявления, то о каких, простите, переговорах Вот, толдычат? естественно, естественно. Ну, знаете, понятно, что Владимир Александрович зачастую выступает чтецом-декламатором, зачитывая те тексты, которые ему пишет спичрайтер. Но вот эта роль
знаете, шпаненка провокатора, но это явно говорит о том, что не свидетельствует в пользу какого-то конструктивного диалога и намерения договориться. Ну, вот так, как есть. Увы, вот в купе, да, есть, конечно, ну вот и на этой неделе много вопросов было, заметили даже наши сограждане, живущие в Европе, статью Караганова в российской газете, вот, и комментарий Марка Солонина по поводу этого материала «Логистика Большой Евразии». Но я успокоил о том, что, знаете, это не обязательно руководство к действию, это не передовица газеты «Правда». Вот. Это, возможно, зондаж, такой информационный вброс, ну, учитывая то, что Караганов на моей памяти не первый раз так переобувается, там, то, что он еще лет 30 тому назад писал о том, что Россия должна первой стоять в очереди в НАТО, там, опередив Польшу, Чехию и так далее. Потом предлагают несколько лет тому назад таки вдарить ядерной бомбой по нацистской Европе. Ну, а теперь пишет о том, что будущее, ну, по сути, то, о чем писал заместитель Блинкина Кэмпбелл, поворот к Азии, ну, тут только так, поворот к Евразии. Вот. За Сибирь, за Уралом, в Сибири будущее России, то есть 300-летнее путешествие России и Европу закончилось. Ну, проброс. Ну, такая, знаете, вот, политтехнологическая фишка есть, когда надо опробовать, посмотреть, как заходит, не заходит та или иная идеология, ну, ее зондируют. Но питать иллюзии о том, что СВО там заканчивается, о том, что все идет к миру, ну, не стоит. Набирайтесь терпения. Да, многие там упрекают, что вы дайте хоть лучик надежды, ну, дайте хоть какую-то толику оптимизма. Но если этого нет, ну зачем? Это за оптимизмом включите единый марафон, или там телеграм-каналы, кормящиеся от офиса, там Это все те, рейсовая техника ворожа, да, вот в таком ключе. это все те телеграм-каналы, которые так радовались э, смерти американского политика Мгм. Чарльза Кирка. Ну, не, Ну, ну это ж он явно идейно чуждый элемент. Ну, в украинской политике давно царит готентотская мораль. То есть, если у нас, как говорится, увели жену, украли корову, то это злочин, то это терроризм. А если мы у кого-то увели жену, украли корову, то это так, это нормально, это в порядке вещей. Тут и поэтому, соответственно, те же люди, которые лили слезы по Парубию, ой, вей, там, ну, какого патриота потеряли. Тут же радуются чужому горю, чужой смерти. Ну, это, по-моему, мы к этому привыкли. У нас, наверное, если так посмотреть информационное поле, оно у нас перенасыщено дилерами ненависти. Вот, э, как говорится, завербованными, не завербованными, но рано или поздно эта ненависть выплеснется не только вовне, но и внутрь страны. И боюсь, чтобы как бы нам не захлебнуться в итоге. вы верите, что взяли того стрелка? В общем, 22-летний парень, его там Э, срисовали, отец задержал. Робинсона, да. Э, Знаете, но с другой стороны, как бы он не похож на представителя какой-то там, вот, да, там на Среднем Западе или в том же Техасе, там масса таких наций-милиций. Вот помните падение империи, когда эти там расстрельный ров и определяют, правильный, неправильный американец. Таких наций-милиций хватает. Это ж парни в гавайских рубахах и с М4, которые там по выходным собираются пострелять, попить пиво, там обсудить засилье афроамериканцев. Но в данном случае ну, он не похож абсолютно. У меня такое ощущение, что мог ляпнуть, а
То есть вина не доказана. Это у нас, как говорится, ну, притащили вот того, кого называют убийцей Парубия, все, уже приговор вынесен. Там, я думаю, посмотрим, что будет. А другое дело, понятно, с убийцей за русской, там, где было, кажется, по камерам там все совершенно четко видно. Но Чарли Кирка убил все-таки более-менее подготовленный стрелок, знаете, из 200 метров попасть в шею, ну, требуется, ну, те, кто занимался практической стрельбой, понимают, о чем это. Это Нет, не плюс так еще, просто. смотрите, мы еще видим там, Да. это, простите, убийство было организовано. Дед какой-то отвлек внимание из демократов, да, вот его там ввели, он там, ладно, там просто там что-то, не того взяли, ну, бывает, да, переполох, понятно, но вот само событие, если вспомнить сам день, его мало кто разбирал, потому что это шок, ну, правда, шок. И потом только такие вкрапления какой-то информации начали поступать. Это дед. Он четко отвлекал внимание. Он шел и кричал: застрелите меня, ну, короче. Ну, это явно какая-то утка. Другой там радовался, и это сейчас там этот Вот. кадр, А да. еще, Ну, еще там крали кепки. То есть тут переполох, а там кепки давай. То есть кепки, вот это все. Плюс там Александр, ну мы можем только предполагать пока. Похоже, это да, это напоминает, как говорится, на переключение внимания, но я на чем акцентирую внимание? О том, что когда ты лежишь на солнышке, еще и нервничаешь. И с дистанции 200 метров, даже из позиции лежа, ну, если ты не профи... Понятно, для профессионала это плевое дело, но если ты не профи, то это не так уже просто попасть и попасть точно. Но нет, факт то, что тут смотрите, тут еще травмистов, очень, да, смотрите, тут я еще тоже хочу. очень важно, очень важно. Да, мы можем фокусироваться на деталях, мы можем фокусироваться на самих там, ну, событии самом и каких-то эпизодах, моментах, но, вот сегодня судили вот этого убийцу Ганула в Одессе. Сегодня был Да, суд. да. Ну, тут в открытую там шел, догонял, добивал, то есть, ну, мы помним Да, это там, все. там все очевидно, да. Но смотрите, тут вроде прошел, сообщение было, что вот ага, там туда-сюда, ну, остается под стражей, понятно, что там, но ни слова, ни пары с уст о том, ну, заказчике. Поруби, видите как, все обставляется какими-то придурками или какими-то повернутыми или психбольными, Ну, но это же не подгоняется, так. да. Все подгоняется под заданную версию. Ну, это знакомо в работе наших правоохранительных органов и спецслужб. Очень часто отсутствие фактов и даже, ну, их недостаток компенсируется полетом фантазии. Ну, у кого как получается. У одних это принимает просто откровенно изуверские, у других идиотические формы, но это сплошь и рядом встречается. Другое дело, вернемся к Чарли Кирку. Для Трампа, ну, чтобы не повторять то, что легко погуглить и в открытом доступе, знаете, но для следующего поколения трампистов, республиканцев, для того же Джей Ди Венса, это очень весомая потеря. Мало кто знает, что организация Turn Point, которую создал Чарльз Кирк, поворотный момент, он провел очень мощный автобусный тур по студенческим кампусам. И, кстати, голосование молодежи, американской молодежи 18-25 лет за Трампа, оно было значительно выше прогнозного показателя. И в этом как раз в том числе и заслуга Чарльза Кирка, который очень эффективно агитировал, такой суперагитатор. 7 миллионов подписчиков его подкаста. Ну, знаете, это у нас там возьмите наших топ, там, миллиончик, 2 миллиона, 7 миллионов это очень весомо, да, в том числе для Америки. И другой момент, не занимая никаких формально постов, должностей, не имея таких регалий, тем не менее, более 100 раз бывал в Белом доме. Как говорят инсайдеры, вот как раз он был одним из тех, кто тестировал на лояльность будущих назначенцев команды Трампа.
То есть с ним советовались по этому поводу. Поэтому для того же Джей Ди Венса это потеря очень тяжелая. Но о чем это? К чему все это ведет? Первое. То, что ну, некоторые говорили о том, что вот ты говорил о том, что борьба будет между демократами и трампистами примет экзистенциальный характер. То есть мы или они. Ну вот там больше полугода Трамп у власти, и вроде кроме кадровых чисток, все как-то в рамках. Как мы видим, отнюдь не в рамках. И попытки покушения на Трампа и убийство Чарльза Кирка показывают, что такие-то борьба будет иметь экзистенциальный характер. Трамп ответит. И ну, не знаю, будет ли это такие, этот Робинсон, которого задержали, или такие установят, по моему мнению, реального убийцу. Ну, посмотрим. Но обстановка накаляется. И заголовки о том, что это первый выстрел гражданской войны, они отнюдь не случайны. Это с точки зрения американской внутриполитической повестки. Для Украины. Ну, совершенно очевидно то, что это будет стимулировать Трампа махнуть рукой. Ну, раз не получилось, так черт с ним. И все-таки переключиться на внутреннюю повестку Соединенных Штатов. Больше заняться внутренними проблемами. И охладеть заведомо проигрышной для него теме. Вы То считаете, это есть, устраивает Зеленского? в принципе, да. Почему? Э, Ну, это позволяет тянуть время. Прийти с похабным миром, ну, для Зеленского это может весьма печально закончиться. Да, говорят, что все это под контролем, все эти прикормленные наши правые радикалы и так далее, но, знаете, очень часто иллюзия контроля. В 2012 году тоже рассказывали, что у нас регионалы, что у нас все под контролем. Вот, кто к Клюеву ходит, там же многие нынешние большие патриоты левой рукой расписывались за гонорары там по 3, по 4 тысячи долларов. Вот, как злые языки рассказывают. И все считают, что под контролем. Но в какой-то момент все оказалось не под контролем. Точно так же может быть и сейчас. Поэтому это позволяет тянуть время по футбольному. То есть потеря власти, потому что следом за похабным миром может случиться потеря власти. А потеря власти может привести не только к юридическим, но и к проблемам физического сохранности. Ведь про пленки Миндича только ленивый не уже и на этой неделе говорил о том, что если обнародуют, то там надо будет ставить вопрос не о победе на выборах, а о гарантиях физической безопасности Владимира Александровича. Вот. Поэтому то, что дядя Сэм, точнее Дональд Фредович, может переключиться на внутриамериканские проблемы, это в пользу, это позволяет тянуть время, Нет, как смотрите, минимум. тут же Да. смотрите, время тянуть окей, но я, если честно, вот сегодня же был, что не все вообще приехали, да, этот Келлог, там, вот это Ступ тут уже прописался, говорит, Зеленский, я с женой меньше общаюсь, чем с тобой. А, Сегодня же форум у Пинчука, Мгм. ЕС, Yes. который, Да. Ялтинская безопасности конференция. Смотрите, атмосфера такая, ну, вы вспоминали эти шутки про паспорт Келлогу, там, генерал Мгм. Келлог, лучшее ПВО. Да. Ну, это, конечно, все прекрасно. Но там же идет, ну, опять-таки, если правильно понимать смыслы, которые пишут на бумажке Зеленскому, которую он читает, там идет очень четкий посыл. Значит, Путин хочет оккупировать всю Украину. Что вы думаете по поводу этого нарратива? Ну, хотеть и мочь – это разные вещи. А другое дело, то, что это понятно для идеологической мобилизации, да, это вполне логично и будут дальше качать. Понятно, другое то, что даже если бои будут где-нибудь там на столичном шоссе, на Печерских холмах будут рассказывать о том, что мы побеждаем. Там, сколько, как говорится, супостатов завалили за сутки и так далее. То есть, ну, вот то, что сейчас, посмотрите картинку. Да, мы побеждаем, теряем там десятки квадратных километров, там уже бои в Днепропетровской области, но побеждаем. Ну, вот так, параллельная реальность. Но у меня такое ощущение, что все-таки вот в эту ялтинскую стратегию Пинчука ну, как-то атмосфера явно куда более минорная.
Ну, не Да, знаю, улыбаются да. там, ржут Не, ну, смачно. не, ну это ж, они живут же в другом измерении, но как быть, те, кто, допустим, если брать депутатов, наших чиновников, у них как-то, ну, на камеру, да, можно демонстрировать оптимизм, но у меня такое ощущение, что праздника не выходит. Ну, а можно привести, конечно, Гарри, ну, члена королевской семьи, который отлучен от двора, с папой уже почти 2 года не встречался. Ну, нормальная такая семья. Вот. И британцы его, мягко говоря, ну, как Так, и а жену, с чем он приехал? ну, свадебным генералом. Так, а что еще? То есть, денег заработать. Ну, у нас же, помните, в 22 году, когда целый так Шон Пен, там, Джоли и так далее, десанты. Ну, потом оказывается, что это ж существует прайс на такого рода услуги, тем более люди, которые из кинобизнеса хорошо знают и расценки, хорошо знают и агентов, и как это организовать, и все это было оперативно сделано. Вот. Поэтому, возможно, и с Гарри, которого как бы довольно такая проблемная ситуация. Ну, Кевак понятно, да, Кевак белая ворона в нынешней команде Трампа. Да, у него хорошие отношения с Трампом, но явно тем уровнем доверия, который есть у Уитков, ну, он похвастаться не может. Вот. Но кажется, занимает довольно последовательную позицию. Вот. Что там еще? Вот. Если мы попробуем, ну вот, понять, на что надеется Зеленский, то, ну, давайте так. Европа, ну, так себе поддержка, понимаете? То есть, ну, может, Нет, ну скандинавские я страны. на Европе мы не продержимся. Но до конца года, вот там же у нас гуляет сумма 300 миллиардов гривен дефицита бюджета. Ну, собрать эти 7 миллиардов баксов Европа вполне сможет. Это закроют. Ну вот уже до Нового года продержались. А что будет в следующем году? Ну, МВФ же прямо обвинил в том, что Украина занижает свои потребности во внешнем финансировании. И учитывая то, что войну мы финансируем за счет внутренних, ну, своих налоговых поступлений, сборов и так далее, вот, деньги от партнеров идут на социальные обязательства, там, на прочее, прочее, на инфраструктуру, то когда от экономики рожки до ножки, ну, трудно ожидать, потому что мы сумеем закрыть все потребности. В лучшем случае, ну, у нас не получается и половины, мы не собираем и половины от того, что нам надо. То есть, а это означает, что где взять на следующий год 40-50 миллиардов долларов. Но это будет в следующем году. Знаете, вот как героиня «Унесенных ветром». Об этом мы подумаем завтра. Ну, вот не живет Владимир Александрович сотоварищи, ну, какими-то категориями долгосрочного планирования. То есть у них горизонт планирования это там неделя, две, ну, месяц максимум. А что будет там в 26 году, ну, доживем, увидим. Грузины обвинили СБУ, грузинская как-то СГ, ну, в общем, безопасности, СГБ, что-то, служба государственной безопасности, обвинили СБУ в том, что они пытались через Грузию организовать операцию «Паутина-2». Поймали там каких-то товарищей, которые везли взрывчатку, деньги, там, компоненты к дронам, и это все вот выходит на международный уровень. А, О чем это сигнал, как вам кажется? Ну, вот, сигнал о том, что дважды вот, в работе спецслужб дважды в одну реку не входит. Там одно из правил Моссада не задействовать те схемы, которые, ну, уже были хоть краем, но засвечены. Ну а тут неудивительно, том, что могли схватить за руку. И понятно, это не будет способствовать украино-грузинским отношениям, которые, ну, если не вдрызг, то серьезно испорчены. То есть тех отношений, которые были там еще 15-20 тому лет назад, увы, нет и в помине. Ну и понятно, это формирует довольно определенно в купе с историей вокруг северных потоков, там до конца что же ничего не ясно.
хотя там на парусной яхте там перевести там такое количество взрывчатки, и как-то тоже история немножко натянутая, но тем не менее там фигурировали граждане Украины в качестве подозреваемых, то есть невиновных подозреваемых. Вот. И вкупе со всем остальным это создает такой довольно нехороший имидж для Украины. Вкупе с информацией о том, что новое поколение Калиска, этот наркокартель мексиканский, там же такие лихие ребята, там обучались Украине работе с дронами, а это ж лиха беда начала. Это ж уже, по-моему, в Колумбии уже там в разборках применялись дроны. Тоже колумбийцев довольно много, кстати, в рядах ВСУ. И как возможно кто-то из тех, кто прошел обучение, ну, уже вернулся на родину. Поэтому это все будет, в конце концов, работать нам большущий репутационный минус. Ну, как минимум, буду говорить о том, что Украина страна там, поддерживающая терроризм, если не страна-террорист, но посмотрите, как отношение к Израилю. Да, там, безусловно, выдающиеся успехи израильских ВВС, там, филигранно попасть в эту штаб-квартиру, там, не зацепив соседние дома, то есть Ну аккуратно там уменьшить. и Да, никого не убив. Ну, это филигранная работа, я с вами согласен. да. Но Потому как- что турки предупредили хамасовцев, что будут стрелять. да. Разведка, контрразведка сработали. Там, по-моему, одного кого-то убили. В общем, а делегация вроде Да, как выжила. но пилоты, пилоты, которые летят за 2000 километров, они об этом же не знают. То есть у них стоит конкретная задача поразить объект, там, и чтобы не было лишних разрушений и крови. Ну, это сделали. Вот. Но имидж у Израиля, несмотря на всю трагедию 7 октября, ну, за последние, на фоне событий в Газе, репутационная катастрофа в мире. И отношения в Европе, ох, ой, какое нехорошее. Эм, Как вы оцениваете последние действия вокруг ТЦК? Ну, ужасные же вещи. Ну, то есть там эти избиения, когда там бьют Ну, ногами естественно, но в вашем родном Днепре, бьют ногами, а мужик кричит: а у меня ребенок инвалид, отстаньте. Ну, то есть за что, мужики, пацаны, за что? А тут понятно за что. И ну, слушайте, это ж и ни тебе бодикамер, ни вот этих всех, ну, вот этих примочек свободы и демократии. ну, так если им дали зеленый свет, если сказали, главное, там, нас не парит, как вы выполните план, руками, ногами, там, палками, но план «Будь здоров» положь. Ну, они выполняют, как умеют. Ну, как и выполняли план полицая, как при немецкой оккупации, когда там тоже план ставили, сколько там надо остарбайтеров отправить в Германию, то точно так же ходили, забирали по хатам, свои же сдавали своих, и это повторение истории 90-летней давности. Ну, что тут сказать. Это санкционировано. Если бы это не было санкционировано свыше, я думаю, это все можно было бы еще, как только пошли первые нехорошие сигналы, все это можно было остановить. Но знаете, и чего ожидать, если защита Отечества превращается в форму наказания? Ну, это же не только, то есть. А будешь слишком умным, к тебе придет ТЦК. Вот на местах люди рассказывают, как там местные князьки решают вопросы. Ну, вот, ну, неудивительно, что на выходе получаем 250 тысяч человек СЗЧ. Это по самым скромным, по самым оптимистическим оценкам. Ну, это больше, чем на текущий момент, чем армия соседней Польши. Интересно, что по поводу Польши, ну, как-то Трамп невнятно отреагировал уже второй раз, получается. Вчера на пресс-подходе, говорит, написал вообще, говорит, вот началось, нарушили там территориальную целостность Польши российские дроны. Сегодня как-то говорит, не хочет никого защищать. Поляки же,
вот если сравнить вчерашние версии, сегодня эволюционировали до того, что вовсю пишут о том, что смотрите, там в этих герберах еще нашли сим-карты, а это значит, что они летели вот именно туда. Вместе с этим мнение разделилось, будем откровенны. Одни говорят, что это украинский рэп отклонил и, ну, собственно, отправил туда. Ну, это... Другие говорят, что, ну, смотрите, а другие говорят, что, ну, потому что это выгодно Украине, да, ну, то есть, Да. а Зеленский говорит, это невыгодно Украине, ну, потому что Чем? Ну, испугаются что и ничего не дадут. ресурсы пойдут на Польшу, да. Конечно. Ну, полякам, да, там уже 45 миллиардов евро выделяет Европа. Но, знаете, с другой стороны, вот Путин нападет, это хорошо иллюстрирует вот этот тезис «Путин нападет». То есть и явно, ну, как бы, может быть, Украине не очень-то и выгодно, но глобалистам, ну, вполне, как говорится, в руку. Что касается вот этого табуна, да, у нас, когда летят шахеды, обнаружишь, там, просыпаясь среди ночи, обнаружишь, что ты находишься где-то в Перу, в городе Лима. Вот, ну так корректируется. Но учитывая то, что герберы имеют довольно ограниченный радиус, там, по-моему, порядка 600-700 километров, вот, как-то все равно странно выглядит, что они зашли табуном именно на территорию и без боевой части. Ну, хотя бы несколько там шахедов с боевой частью, ну, тогда была какая-то, это, можно было поверить случайность. А так, то, что кучно. С другой стороны, это прекрасный тест польской и, точнее, натовской ПВО, которую, чтобы убедиться в том, что небо, ну, если и на замке, то весьма условном. Гоняться на F-35 за герберами из говна и палок сделанными, ну, Ну, знаете, а с другой, сейчас подождите, полета, ну, с другой да. стороны, вот это все, конечно, это все мы слышим. Сейчас вот это понесли вот эту тему. О, украинцы сейчас научат поляков сбивать шахеды. Да нет, я же Но, не об этом. Не об этом. давайте будем немножко, ну, смотрите, так, а на кой они им еще нужны, эти F-35, вот эти все Нет, ну, системы, дорогущие ракеты? Зачем они нужны? Они хоть ну, пригодились, Андрей Владимирович. Ну, хоть, а да. так они сидят там, вот гниют, понимаете? Хоть пригодились, хоть они не... Они, F-35 не гниют, они активно юзаются, но они, час полета, они хотя более бы 50 попробовали, тысяч. понимаете? Они хотя бы попробовали, что летают их самолеты, что все нормально. Потому что, ну, как бы сейчас вот эта обстановка напряженная в Беларуси, они там все переживают, Запад 2025, вот эти все дела. Нет, смотрите, тут же смысл в другом. Вот они отправляют их туда, эти, ну, почему-то герберы, да, которые там для разведки, которые, ну, вот. И тут Трамп ничего не говорит. Трамп молчит. Ну, Трамп не говорит там, мы там дадим Нет, ну жесткий Трамп и не будет. ответ. Да. Так как не будет? Он же главный в НАТО. Без него НАТО рассыпется. Ну, у нас уже начали цитировать его в том, что терпение иссякает. Вот это цитируют. А то, что Трамп не склонен закручивать санкционные гайки, естественно, об этом деликатно умолчат. Да, ну зато запустят о том, что рассматривается вопрос использования замороженных российских активов. Санкции против ну, банковской системы, там ужесточения и так далее. Но не важно, что говорят, важно, что делают. А делать сняли санкции с Белавия. Вот, И запонки. И да, да. запонки подарил. Да. И все-таки возвращаясь к этим герберам, знаете, ну вот есть такое, из пушки по воробьям. Ну, военные это. Потому что у нас как-то не привыкли считать эффективность. Ну, Не-не, гораздо проще. подождите. У нас как раз и привыкли считать эффективность. Я тут, вот правда, тут выглядит так, Не, что, ну, похоже, у нас это же... наша Да. система пресс-служба этих вооруженных сил, воздушных сил, видимо, еще не передала опыт полякам, и поэтому они так и написали, что 19 или сколько там летело, четверть сбили, да, ну, вот так вот. 4. Ну, четверть там, ну, неважно, то есть треть, четверть, короче, сбили меньшинство, что летело. Ну, окей. У них еще не привыкли врать, что они сбили все, как у нас. Нет, ну, у нас же не просто. У нас за
демонстрации, если ты выложишь прилет, тебе придут ребята в штатском из службы Божьей или службы Брелков Украины. Вот. А с другой стороны, на этом фоне спикер наших военно-воздушных сил может заявлять о том, что сбито там 90%. Ну, на фоне того, что публикация результатов этих прилетов, точек прилетов, это криминал. Ну вот и получается такая благостная реальность. Но в Польше то этого не сделаешь, как бы там ни было. За язык схватят. Знаете, гуляют такие шутки, ну, они такие, специфические такой, не шибко тонкий, но политический юмор, что Лукашенко Мгм. это многоходовка была. Вот когда он выпустил Тихановского, и тут Тихановский. начал, и тут начал, да, вот это вот собирать на удар по лукашизму, вот это вот Мгм. выступать везде публично, видео с ним разлетелись. Он же недавно вот поехал в Америку. Да так выступил, что целая делегация от Трампа примчалась в Минск и говорит, давайте посольство открывать, давайте там Белавия, вот это. Сейчас россияне потирают руки и говорят, ну окей, Да. теперь запчасти от Боингов, плюс еще до Беларуси Да, 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 да. нормально Не важно, можно да. Не стыковаться и важно, лететь в что говорят, Америку. важно, что делают. Вот, по-моему, тут картина маслом. Мне только одно интересно, а вот в этом списке 52, кого там он освободит и выдворит, там есть Бабарика, этот газпромовский банкир. Вот, я еще не видел этот список, мне просто интересно. Вот, который первым попал под раздачу еще до всех остальных. И присел на довольно длительный срок. Ну, это, кстати, было бы показательно. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но, по крайней мере, Лукашенко диктатор и освобождает политзаключенных. У нас же демократия, у нас что-то не слышно. У нас же политзаключенных нет, у нас есть предатели и коллаборанты. Вот Так а так зачем получается. американцы как бы подтягиваются к Лукашенко? В чем секрет, как вы считаете? Я думаю, что все-таки в тех больших планах на триллионы, которые, возможно, обсуждались на Аляске. Учитывая то, что все-таки Беларусь это окно в Европу, учитывая то, что ну, так или иначе это логистика, в том числе и энергоресурсов проходит через территорию Беларуси, ну, тут вполне логично нормализовать отношения. И заметьте, что со стороны вперед, уже с периода президентства Трампа, ни одного выпада о том, что это последний диктатор Европы, Лукашенко такой сякой и плохой, как это при Байдене уже нет. То есть, как правило, это в Брюсселе, там, в европейских столицах, там, да, время от времени отпускают такого рода комплименты в адрес Александра Леонидовича. А американцев, ну, поэтому я так думаю, что разморозка отношений с Минском, ну, она давно стояла в повестке дня ведомства господина Рубио. Ну, если посмотреть на военно-политическую ситуацию, то, ну, опять-таки истерия по поводу учений, закрывают там границы, воздушное пространство над границей, Польша, там вот эти тигры Ну, прибалтийские. Ну, а тут мы видим, давайте посольство открывать. Вообще просто диаметрально вот противоположное. такое называется рассинхрон. Движутся по расходящимся направлениям. Европейцы и американцы. Э, И то, что саммит в Гааге прошел ну, благополучно для по мнению европейцев, ну, это еще не означает то, что впереди не нарисуются проблемы с сокращением финансирования и военных программ для стран Балтии и так далее, ну, и сокращением американского военного присутствия. То есть, как бы Америка возвращается ну, к своим скрепам, изоляционизму. А Потому как вообще на это отразится то, что, например, Украина официально Киев Лукашенко президентом не признает, называет его Александром Григорьевичем?
Ну, и в принципе считал, что это, как говорится, вторить чужой повестке, вот, как это было в 2020 году, это не самое разумное, учитывая протяженность границы. И я думаю, если бы все-таки мы не называли Лукашенко самопровозглашенным президентом, как это в нашей и так далее, ну, как-то все-таки, я думаю, российские танки бы вряд ли бы поехали через украино-белорусскую границу в феврале 22 года. Ну, а так, я всегда просто напоминаю господин Шевченко, который сидит в санатории у деда Лукьяна. Он, наверное, прекрасно знает, там, не только по удобрениям, а то, что в 2014-2015 году ЗСУ получали дистопливо из Мозырского нефтеперерабатывающего завода. То есть украинские танки заправлялись белорусским дизельным топливом. Вот. Ну, это тоже не отменяет того факта, что, возможно, и сейчас украинские танки заправляются дизельным топливом, которое там европейцы закупают в Индии, а оно, как известно, производится из подстанционной российской нефти. Ну, такие метаморфозы глобального мира. Но для Украины-белорусских отношений, да, ну, к сожалению, у нас идеология взяла верх над прагматическими соображениями. Ну, а расплачивается за это, естественно, кто? Просичней. Как вы считаете, Зеленский, м, вот Трамп просто такую историю говорит на интервью. Ну, понятно, что Трамп может все, что хочешь сказать, ну, вот объективно, да, все, что хочешь. Однако, да, то есть, говорит, сначала Зеленский не хотел, Путин хотел, потом наоборот, потом вроде как Зеленский захотел, а Путин уже не шибко хочет, но, в общем, все идет к концу. Слушайте, а как долго идти к концу, Андрей Владимирович? Ну, смотря какой у кого конец, он может быть, да. Это понятие очень такое гипотетическое. То есть никакой, Растяжимое. да, растяжимое. Да. Ну и не будем забывать о том, что у Трампа сегодня одно, завтра другое. И к концу я пока света, как говорится, в конце этого туннеля не вижу. И не видят и большинство людей, которые пытаются смотреть на факты, а не на заявления. Да, с другой стороны, вот косвенные, там, все пытаются, вот как упоминавшаяся статья Караганова, увидеть там хотя бы намек. Но пока на фронте же скач, и, там наоборот идет эскалация, и это не значит, что там уже в эти выходные снова там не будет комбинированного и массированного удара по энергетике или по мостам. То есть в любой момент. То есть признаков вот этого конца не наблюдается. Все, вот слово совсем. Очень интересно в этой связи выглядят, ну, вот дальнейшие санкции. Ну, Европа продлила санкции еще на полгода сегодня. Об этом заявили. Ну и там россияне, Центробанк снижают ставку. То есть, понятно, да? Как бы, давайте так. Краха и коллапса, ну, Нет, пока не нет, просматривают. Хотя обещали вот чуть ли нет. август, Нет, ну сентябрь. обещали еще в 22 году. Обещали это, прекрасно помню, от силы полгода. Берем, это говорилось в апреле, ну, к осени 22 года. И близко нет. Ну, я же говорю, военное кейнсианство Белоусова плюс вполне адекватные действия Центробанка, как бы не критиковали Набиуллину, но ситуацию удержали, это факт. Вот, будем смотреть правде в глаза. И пока, ну, у России 683 миллиарда золотовалютных резервов. И пока товарищ Си подставляет плечо и готов покупать в гигантских объемах российские углеводороды, ну, Путин может смотреть с оптимизмом в будущее.
То есть ничего такого, да, там пишут и про угрозы рецессии и так далее, но нам бы их проблем. По крайней мере, денег там хватает. И не только на войну. И если мы посмотрим такое соотношение, как численность поставленных под ружье, то есть у нас примерно 4% от оставшихся в Украине, от примерно 4%. Это запредельный уровень. То есть, когда, учитывая то, что мы воюем наполовину на чужие, экономика просто в какой-то момент может надорваться. В России до 1%. Это вполне, учитывая его ВВП и все остальные показатели. Ну, то есть, это, да, она может, по крайней мере, 2-3 года спокойно, без всяких проблем тянуть. Если у нас, у Украины, 2-3 года, вот, у меня большие сомнения. Я пессимист в этом отношении. Ну вот, Bloomberg пишет, что Штаты будут призывать союзников по Большой Семерке ввести пошлины на закупки российской нефти. Китаем и Индией в размере до 100%. Мол, тогда Путин сядет за стол переговоров. Также предложат Г7 создать законный механизм для того, чтобы забирать замороженные активы Ну, вот российских. прямо я об этом говорил, но это пока разговоры. Знаете, простой вопрос. Есть финансово благополучна ли сегодняшняя большая европейская тройка? Ответ – нет. Там серьезные. Ну, то, что во Франции мы видели на этой неделе, ну, и заявление на прошлой неделе Мерца о том, что мы уже не тянем социальное государство. В Британии тоже все не айс. И на 1 триллион товарооборота с Китаем и Индией. Ну что, выстроить еще ударить еще санкциями по этому товарообороту, чтобы так в овчинку свет показался? Нет, европейцы, думаю, э, может что-то и набудрят санкциями, но, как говорится, резать по-живому, вводить вот эти калечащие экономику санкции они не будут, поскольку это ударит по ним же самим. У них, ну, ситуация такая завтра, если действительно Германия придет к необходимости сворачивания вот этих программ, содержания миллионов мигрантов из Африки и Азии, ну, завтра, вот, как говорят, живущие в вполне благополучных европейских странах, завтра эта шобла выйдет с ножами на улицу. То есть там люди в третьем поколении живут на социальные пособия, работать там они не привыкли, не хотят и не будут. Ну, а затягивание поясов, повышение налогов, это что же не может бесконечно продолжаться. Тем более, что впереди политический цикл выборов 26-27 года. И к рулю могут прийти, ну, э, отнюдь не те, кто будет готов тратить миллиарды на поддержку Украины. Знаете, ну как бы тут вообще непонятна эта вся история с, ну вот, перспективами, да, вот этими европейского союзничества. Вот передают, что немецкая компания Venator, она пережила 2 мировые войны. Химическое предприятие это. Значит, Ну, ну вот, две можете дальше не площадки. продолжать. Две площадки в Дуйсбурге и Крёфельде. Она в 1878 году организована. Вот, 700 сотрудников, сокращение. И, говорит, мы, говорит, банкроты. Причина экономического кризиса в первую очередь являются резко возросшие с начала войны в Украине затраты на энергию и сырье. Да, да. Ну, Получается, вот я- смотрите, 2 мировых войны пережили, а да, вот это не да. смогли. Причем переживали и налеты, ну, американской авиации, когда один из заводов по производству синтетического горючего американцы 18 раз сносили, 18 раз немцы восстанавливали. В ноль удалось только, ну, полностью, как говорится, превратить окончательно в руины только 19 раз. Но все равно, так или иначе, для немца это был символ индустриальной мощи Германии. BASF, Krupp, Thyssen, Volkswagen. Ну вот и вы еще привели один пример предприятия. Для них, естественно, это вот деиндустриализация, это
Очень болезненно. Но справедливости ради, не только война, но еще и зеленый блудняк, вот эта зеленая энергетика, закрытие атомных электростанций. Ой, это призрак Чернобыля напугал. Закрыли. Французы не закрыли, и ничего, у них более не менее терпимая ситуация. Но для Германии высокие цены на энергию, на газ, на электроэнергию, плюс высокая стоимость оплаты труда, зубастые профсоюзы, довольно серьезная и запутанная бюрократическая система. Все это в итоге делает бизнес невыгодным. И все это чем оборачивается? Деиндустриализация. Деиндустриализация ведет к чему? К тому, что денег на красивую жизнь, на социальные пособия, на геополитические амбиции в бюджете Бундеса уже нет. Все. А, Андрей Владимирович, сегодня кроме Гарри, ну, он условно британ, ну, давай, пускай будет британец, да, давайте так. Ну, все-таки, как бы, принц, несмотря на то, что в дом не вхож. Кроме Гарри, приехала новый министр иностранных дел, Иветти Купер. Она сегодня встретилась с Зеленским. Зеленский об этом встрече рассказал, в общем, долго рассказывал о гарантии безопасности, вот этим всем обсудили, как всегда. Говорит, дроны-перехватчики на 1000 дронов российских, надо там 2000 Да. перехватчиков. Смысл какой? Последние дни говорят, что Украина разработала какие-то вот эти дроны-перехватчики. Их даже показывали. Такой Да. кракен, знаете, такой, да, с Ага. ножками. И вот он там вот стреляет. Даже видео один раз показывали, да. Но только это было несколько недель назад, а вот вчера буквально показывали эпическое видео, как вертолет обычный советский гоняется за шахедом и Да. стреляют там по Да. нему. Ну, не Да, не дрон-перехватчик. показали, да. Саш, не показали, ну, обычная советская Тунгуска, она ну, не менее эффективна, чем Гепард. Ну, и таких у нас было там, ну, на, по-моему, 2014 год аж 75 штук. Вот. Но важно ж, освоить бюджет. Ну, вот это скандальная фламинго, как уже ее злые языки окрестили, Фламинтич. Вот. Да, фирма, которая занималась поиском локаций для съемок сериалов, вдруг занялась разработкой ракет. Но Королев, Вернер фон Браун в гробу переворачиваются. Но, тем не менее, порядка четверти ну, ярда долларов, ну, вполне законно, как говорится. Но такой паразитический, да, Зеленский придушил старых олигархов, но на смену олигархическому, уродливому олигархическому капитализму пришел еще более уродливый паразитический капитализм, когда вот прокладка паразит, она, ну, неудивительно, что 60% дронов, поставляемых в ВСУ, это Стерненко приводил такие данные, оказываются бракованными. Ну вот, Ну, очень тут интересно, добавить не прибавить. кстати, они встретились, там, понятно, дальнобойное оружие, там, вот ядерные перехватчики. Смысл какой? Значит, Украина что-то разработала, а британцы Мгм. у себя на заводах это будут Да. клепать и отправлять в Украину Мгм. за свои деньги. Ну, как бы, нормально договорились, которые потом мы Ну, тоже отдадим. красивая, да, красивая схема там. Ну, все красиво. Но типа говорит, это наши украинские дроны. Ну, хорошо. И вот очень интересный такой момент, основную часть программы предлагаю на ней закончить. Говорит Зеленский, что спасибо большое за санкции против России, там новый пакет ввели, за то, что там давление развиваете, чтобы военная машина остановилась, иначе вот если не остановится, то это оккупация всей Украины. И особенно за поддержку Украины 142 миллиона фунтов стерлингов для, внимания, подготовки к зиме. Так вот же несколько дней, говорила Свириденко, на 80% готовы. Получается Ну, 142 миллиона это 20? кто поверил, тот дурак. Ну, главное, что деньги дают. Вот все эти пляски с бубнами, слезы крокодиловые, там, вырывание волос, оно рассчитано на что? Ну, что снова, как говорится, расчехлятся партнеры и денег дадут. Вот к этому все сводится. Ну, а деньги дают, вот деньги попадают, естественно, ну, своим любым друзьям, которые благополучно эти деньги осваивают. Ну, когда
талантливый режиссер Кирющенко, оказывается, еще и торгует электроэнергией. Ну, там просто смешно, там 100 тысяч гривен в день достается. Это детишкам на молочишко. Так, человека посадили зицем. Ну вот. Но все пределы. Другое дело то, что этот цирк уедет, этот шоу-балет, а клоуны останутся, ну, я имею в виду нас с вами. Вот, к Ну, сожалению. ну и Да. точку давайте А вот поставим. что касается британцев, там не факт, что вот этот праздник щедрости, ну, действительно, ведь у лейбористов и консерваторов был консенсус относительно поддержки Украины. Но с такими кадрами, как у Стармера, ну, предшественник Foreign Office, этот Дэвид Лэмми, который ну, не захотел расплачиваться с таксистом в Италии, там был скандал по этой теме, да еще и забыл папку с секретными документами в машине. Ай, Вот. молодец. Да. Ну, А и фаворитка Стармера оказалась еще и увлечена там что-то каких-то коррупционных, в общем, там кадровая перетряска. Результат, прогноз, если случатся выборы в ближайшее время, Фарадж получит порядка 400 мест, партия реформ. А у него, ну, куда как более кислое отношение к выделению средств для Украины. а, ну, еще один момент, важный, я считаю, момент, которым нужно, собственно, поделиться с аудиторией и обсудить с вами. Значит, интересно, как-то удивительно рядом, да? Есть, оказывается, в офисе президента такая заместитель, Елена Ковальская. Она занимается тем, ну, религиозным вопросом, да, Мгм. гуманитарными вот этими вопросами. Ну, вот из чертей. Вот, да. И вот она пишет для американского есть такой, вообще, как бы там Зеленский, мы просто мало это все видим, но Зеленский дал интервью там христианскому, ну, у них просто популярно это телеканалу, да, вот Ковальская пишет в журнал National Review статью и критикует Россию за христианскую, в общем, Каинов грех, все такое. Значит, пару моментов отсюда. Украина ни в коем мере не выступает против прихожан УПЦ, которая все еще связана с Россией, или против ее учения. Единственное, что мы просим как государство, это разорвать админсвязи. Значит, по ее словам, обвинения Такера Карлсона в арестах священников УПЦ справедливы, но сами аресты оправданы. 38 приговоров священникам УПЦ на число 9 тысяч – это мизерное количество и вовсе не означает, что власть преследует церковь как таковую. Звучат обвинения, что вы слышали от Такера Карлсона. В нашей стране господствует верховенство закона. И если кто-то Мгм. работает против страны, помогая врагу, он будет наказан. О каких вообще преследованиях идет речь, А, сокрушается в статье Ковальская. И, Ну, вот, и вишенка. Еще раз да. повторяем. Мы любим и уважаем УПЦ. Единственное, о чем просим, разорвать админсвязи с Россией. Да, 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 да. А, а Если вообще, бы, а ну, вообще, конечно, это украинская... более уместно, если бы эта как говорится, чиновница выступила на сцене 95-го квартала, ну тогда смех был бы вполне, ну, знаете, это мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Ну, не преследуют, только иногда там через день священнослужителей УПЦ почему-то хватает ТЦК. А некоторые И, отмахиваются топором. да. Ну, и такое, да. Но, знаете, что, судя по всему, в ближайшее время, это можно долго рассказывать, это вообще отдельная тема, но, судя по всему, запрет такие судебный быстро тут, я думаю, тянуть не будут. Судя по всему, лавры получит Ставропигий Варфоломей. Вот. Внутри, ну, судя по всему, делают все, чтобы устранить Ануфрия. А дальше уже будут, всегда найдутся слабые звенья. Вот, может быть, из тех, кто там был близок к Сабадану и так далее, но будут колоть УПЦ. То есть, чтобы часть влилась в ПЦО, ну, а других загнать в катакомбы. Вот. Но боюсь, чтобы не пролилась кровь, то есть не дай бог вот там вокруг Черновицкого Свято-Духовского собора, там вроде бы опять готовится
ну как это у нас, недружественное поглощение. Вот. Вот так, мягкий эвфемизм. Там же были попытки, но э, обломались, но в том числе там на грани такого силового противостояния. Не дай бог прольется, и ну, тогда быть точно беде. Но и любой конфликт, если туда добавляется еще и религиозная составляющая, вот этот пожар уже погасить невозможно, к сожалению. Значит, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Они такие. В общем, какая следующая ступенька эскалации? 7% считают, что это провокация на учениях Запад-2025. 8% АТО в Приднестровье. 23% отключение Украины от света, газа, плюс, возможно, мосты. Ну и 62% считают, что все будет как идти, только просто жестче. Ну, может ускориться или там будет более кроваво. Ну, в общем, 62% не видят никаких Да. перспектив для новой А, ступеньки эскалации. ну, видят, что будет больше трэша, больше угара. Ну, вот такая вот у нас аудитория, друзья. Спасибо вам большое. Давайте теперь по поводу ваших вопросов разберемся, так сказать. Сообщество YouTube Одессит. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Я в прошлом много раз стрелял из винтовки 22-го калибра с восьмикратным оптическим прицелом. И скажу вам полной ответственностью, что попасть в неподвижную, сидящую на стуле мишень размером с человека со 150, а там было не 200, а 150, совершенно несложно. Сложно попасть конкретно, например, в голову или в шею. Так вы хотите сказать, что убийство политика было совершено каким-то другим способом, а не из винтовки тем 20-летним парнем? Спасибо за ответ. Знаете, но если вы стреляли, ну, одно дело стреляешь в тире, другое дело, когда ты нервничаешь, волнуешься, ну, мандраж элементарно, ведь стрелять в мишень и стрелять в человека, это есть две большие разницы. Вот. Тем более, когда и солнышко еще голову печет, пот на лицо капает. День-то солнечный был, там довольно тепло было. И вот попробуй попасть в ростовую фигуру в сидящего человека несложно, а вот попасть в голову там. Поэтому вот есть у меня подозрение, что все-таки там не Так аматор а с стрелял. кольцом что не так? Вот никто ж не объяснил этого кольца. Видели вы видео? Ну вот самого как бы с выстрела в Кирка, и он держит микрофон, он сначала как бы наклоняется, потом отклоняется. Кольцо было на одном пальце, потом на другом. Ну, вот, ну, пусть это эксперты объясняют, но у меня подозрение, что все-таки вот, возможный подозреваемый, как и в случае с тем дедушкой, который кричал, там, что там, может оказаться все куда серьезнее, что имел дело действительно не спорадически, а подготовленные покушения. Так, значит, Александр Андрей, здравствуйте. Считаете ли вы, что по Ленинградской, Мурманской и близлежащим областям бьют беспилотниками из Прибалтики и Финляндии? Если это так, будет ли коллективный прибалтийский тигр и дальше царапать задницу медведю и в России, как будто все равно, что там на заднем дворе? По крайней мере, кажется так со стороны. Э, Ну, я не исключаю возможности того, что может появиться и Нарвская Народная Республика, ну, то есть там давно неспокойно, но запускать беспилотники можно как с территории стран Балтии, так и с судов, находящихся в Балтийском море. Такой же вариант тоже не исключен. Ну, фрахтуется судно, и тем более, если украинские спецслужбы проводили такие операции, как «Паутина», точно так же можно организовать нечто подобное ну, с какой-то площадки, находящейся в нейтральных водах. Но другое дело то, что да, вот такая дальность, вряд ли это летит с территории Украины, ну, слишком 2000 километров, ну, как-то вот в успехе украинского дроностроения, ну, верится с трудом. Есть, да, неплохие девайсы, но дальность там все-таки, ну, будет поскромнее.
Добрый вечер, Александр Владимирович. Какому мировому СМИ вы доверяете больше всего? Сейчас какая-то тенденция. Если в СМИ что-то положительное в части тебя, то все это начинают цитировать, репостить, потужно обсуждать, приводить в пример. Как только что отрицательное, это сразу заказная статья, неправда, СМИ продажные, все можно купить и так далее. Касается обоих сторон конфликта. Если хоть один более-менее независимый источник, по вашему мнению. Нет, ну, знаете, в зависимости от контекста конкретной ситуации. Ведь Вашингтон-Пост или Таймс масса качественных материалов. Но если, как говорится, материал пахнет джинсой, совершенно очевидно, что там работает на определенную картинку мира. Никого не интересует истина. У каждого своя правда. И вот посмотрите, Украина.ру, там масса э, неплохих авторов, качественных, хорошо знающих реалии Украины. Но они пишут, естественно, в рамках той определенной правды, предзаданности, картинки мира. Вот. И точно так же и вот, в украинских медиа аналогично, в европейских тоже. Ну, кому доверяю? Но, знаете, сейчас все-таки все больше набирает вот этот жанр подкастов. Ну, такие, как Такер Карсон или тот же покойный вот этот, Чарли, он, ну, в данном случае как раз они умели показать со всех сторон. То есть показать слабые места аргументации оппонента. Но, к сожалению, такой объективной картины, ну, Не, ну естественно, все... подождите. Сразу выходит ЦПД и говорит, это Нет, ну центр, пропагандист. понимаете, но этот центр, там можно вот противодействие совершенно благополучно зачеркнуть, заканцелить. Ну, тогда это будет, название этой структуры будет органично ее содержанию. Ну, вот как с этим, с тем, что в Десне показывали. Ну, в Десне так проходит, и это испокон веков. Это самое страшное. Лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в остер. Говорили, ну, в советской армии. Вот. Ничего не изменилось. Ну, там начитавшиеся вот, и насмотревшиеся фильмов про американских морпехов, ну, вот такой вот пародия, ну, только в такой, в довольно такой скотско-рагульской форме. Ну, что, когда людей там, кто в чем, там, в гражданской одежде, там, в трениках, это российский фейк, это сняли, там, использовали там актеров, владеющих украинским языком, но те люди, которым довелось там побывать в Десне, ну, вот их тяжело заподозрить в том, что они там, озвучивают кремлевские нарративы. А оказывается, это таки да. И там есть конкретный автор, Я, кстати, сержант да, я, ВСУ, кстати, который я, кстати, снимал. очень благодарен именно своим подписчикам, именно вам, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк в шуме во вторник. Это было прислано вот во время эфира, причем в предложку, как бы человек взял это видео конкретно там с местного паблика, говорит, вот он, это вот появилось во вторник. Это потом уже, немножко позже, это все растянули, а потом была вторая серия, что это, ну, после опровержения, что, ребята, опровержение не про канала, украинскоязычных актеров никто не подыскивал и в Луганск фильме ничего не снимал. Это так и Мгм. есть. Да. Понимаете? Поэтому вы лучшие, уважаемые подписчики. Спасибо большое, что постоянно на связи и ВКонтакте. А, Еще, да, пару слов. Знаете, вот одно дело, когда все-таки человек физически в нормальной кондиции, если там видишь человека, ну, который явно физически не в состоянии по-пластунски, и еще и не переодетый в форму, ну, это уже издевательство. Да, понятно, что сержанты, инструкторы за рубежом в учебках это не круторазные манеристы, что обучение проходит довольно жестко, иногда на пределе физических возможностей. Но когда вот на полосу загоняются люди, которым это просто по состоянию здоровья противопоказано, ну извините, это напоминает нацистский концлагерь. да, действительно. Значит, следующий вопрос. Андрей,
Эдвард спрашивает. Украинские медиа, медиапространство массово заполнено рекламой, пиаром полка бригады Азов, запомнившейся массовой сдачей в плен с личным оружием в Мариуполе и бегством с позиции в Авдеевке. Почему слышно только про них? Пса Патрона и привода Киева, а не простых бойцов ВСУ, бившихся в Бахмуте, Часовьяре, Рынках. Это кризис жанра в пропаганде или попытка власти приобрести наиболее радикальный актив на будущее? Естественно, ну, понятно, что топы, третий штурмовой, Азова, ну, они в шоколаде. То есть историю с квартирами, ну, вот, на Печерских липках, ну, по-моему, у всех уже на зубах навязано. Да, и финансирование, и поддержка со стороны некоторых представителей олигархического кооператива, это миллионы долларов, позволяют организовывать еще и информационные, рекламные кампании. Посмотрите, сколько наружки стоит. И это заявка на политическую, ну, на то, что после окончания войны эти люди, очевидно, пойдут в большую политику. То есть не те, кто, скорее всего, большинство не те, кто сидел в окопах, туда не попадет, но верхушка 100%. И да, отношения между Белецким и тем же Денисом Ледисом Прокопенко, который ну, возглавлял Азов в Мариуполе, ну, сегодня довольно напряженные. Ну, такая вот конкурентная, иногда внутривидовая борьба бывает куда жестче межвидовой. Вот. Но их готовят к большой, ну, собственно, к политической карьере. Другое дело то, что будет такая же, собственно, как в 2014 году, когда комбаты, там, волонтеры зашли в Верховную Раду, ну а спустя время оказалось, ну, что если даже свежий огурчик положить в бочку с рассолом, то что с ним происходит, вы все прекрасно и так знаете. Это будет точно так же и с этими. Ну а то, что они на особом, в отличие, допустим, ту же 93-ю, 24-ю, там целый ряд боевых бригад ЗСУ, ну, у них нет таких возможностей пиариться. Такого доступа, ну, таких бюджетов, медийных бюджетов, в конце концов. Ведь, ну, кто-то же зарядил Таймс на интервью с Белецким. Ну, это не 5 копеек стоит. Да, самая честная европейская пресса, но там джинса, ну, минимум 150-250 тысяч долларов такая публикация тянет. Вот, и кто-то же, ну, понятно, не Белецкий, но кто-то ж помог это сделать. Поэтому тут есть боевые бригады, а есть идеологически заряженные структуры, то есть, вполне определенного толка, такие как Азов и Третья штурмовая. Андрею привет с 12-го квартала, город Днепр. Вопрос. Почему Украина так поступила с ЮМЗ? Я был студентом ракето-космического техникума на улице Макарова с 11 по 15 год. Нас водили на экскурсию в катакомбы Южмаша, а то уже в Ну, 2012 году многие цеха и помещения были пустые. Тогда в некоторых да. частях завода были склады АТБ, где хранили воду, моющее. Зачем так поступать с таким гигантом, как Южмаш? Была гордость Днепропетровска, а стал позор. Александр, спасибо за ваш труд. Спасибо, Игорь. Да, ну я не знаю, что там с подземными помещениями после перелета Орешника. Вот не исключено, что там как раз и ну там по сути под Южмашем целый подземный город. Что касается самого Южмаша, ну, наверное, вы знаете, если учились в техникуме, знаете, что на рубеже 80-х, 90-х на Южмаше работало под 50 тысяч человек. КБ Южная и Южмаш. Накануне войны, вот к тому времени, о котором вы говорили, там оставалось 9-9,5 тысяч, из которых, ну, со средним возрастом порядка 55-60 лет. Все, это означает о том, что молодежь, но ничего удивительного, поскольку украинский олигархический капитализм столкнул страну в цивилизационную воронку, то, соответственно, Украине нужны дидухи, там, трезубы с сала, там, и тому подобное, но ракеты не нужны. Да и нашим партнерам. Зачем такая головная боль? А вдруг этот достанется Мордору и усилит его еще? Так пусть лучше уже там, как говорится, до основания и затем. Вот поэтому ничего удивительного то, что Южмаш системно приводили до такого состояния и
потенциал, гигантский потенциал, который был накоплен за 3 десятилетия успешной работы Южмаша. Ведь это действительно, это, ну, найдите такие прецеденты, когда скопирование немецких Фау-2, предприятие прыгнуло до производства таких ракет чуть больше 2 десятилетий, как «Сатана», против которых до сих пор нет эффективного средства противодействия. Но Украине, олигархической Украине этот завод, по большому счету, как и многое другое, оказался не нужен. Естественно, это все пошло, как говорится, по миру. Я думаю, и дед Макаров, который выстрадал это предприятие, поднял его на ноги, тоже в гробу переворачивается, учитывая то, что по сути он действительно это ну, где тут Лия Кока, это вот действительно Макаров, человек с непростым, очень сложным характером, но тем не менее оказался очень эффективным менеджером, который такой создал предприятие, по сути, государство в государстве. Ведь вы прекрасно знаете, что у Южмаша было свое ГАИ, своя прокуратура, и директор Южмаша был напрямую завязан на Москву, Киеву не подчинялся. Но это определялось спецификой предприятия, про которое Хрущев рассказывал о том, что у нас ракеты делают как сосиски, чем ошарашил американцев. А это речь шла о Южмаше. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир, за ваши вопросы, за интересную беседу. Андрей Владимирович, благодарю. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя. Тяжело, конечно, осознавать утраты, но время утраты, осознание того, сколько мы потеряли, скольких мы потеряли и еще потеряем, но оно впереди. Добра и света.